Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, и я рада вас приветствовать у себя в гостях. Сегодня я поделюсь с вами двумя видами соуса типа майонез. Готовятся они без яиц. На первый взгляд это два необычных продукта для майонеза. Это фасоль, белая фасоль консервированная и рассол из-под зеленого горошка. Если хорошо подумать, ничего здесь необычного нет. Это белок растительного происхождения, а когда мы белок соединяем с растительным маслом, он сгущается. Итак, два вида майонеза. Для первого майонеза мы берем рассол из-под зеленого горошка, а для второго фасоль. И для каждых из этих майонезов у нас идет соль, сахар, горчица, лимонный сок или уксус, желательно яблочный тогда брать, и растительное масло. Так, берем мерочный стаканчик, наливаем в него рассол из-под зеленого горошка. Я буду делать немного. Так, хватит. Горошек не используем. Добавляем сюда немножко соли, чуть больше сахара, горчицу. Можно и без горчицы, кто как любит. И у меня лимонный сок. Взбиваем немножко. Теперь берем растительное масло. Я буду лить из бутылки, мне так удобнее. Все, готово. Чем больше масла, тем гуще майонез получается. Первый вариант готов. Соус из фасоли готовится немного по-другому. Загружаем в стаканчик фасоль. Добавляем также соль, сахар, горчицу, лимонный сок. И немного подливаем растительного масла. Немного сначала. Теперь хорошо все это перемешиваем. У нас получается вот такая вот кашеобразная масса. Если мы хотим, чтобы эта масса была немножко жиже, добавляем растительное масло. То есть я еще немного добавлю. Буду так понемножку добавлять. Вот когда густота майонеза вас удовлетворит, то есть если для бутербродов, то достаточно такого. Если для салата, надо еще пожиже сделать, поэтому добавляем еще растительного масла. Но мне, в принципе, этого достаточно. У нас два вида соуса. На горошке, на рассоле из-под горошка и на фасоли. Будем снимать пробу. Попробую сначала. Он даже вот по консистенции даже, больше похож на обычный майонез. Я чуть-чуть попробую. Вот даже не скажешь, что этот майонез приготовлен на горошке. Абсолютно не скажешь. Он очень похож на такой обычный майонез. Теперь который на фасоли. Но здесь угадать можно. Консистенция более такая тяжелая. Здесь вот воздушная. Здесь более тяжелая. И все равно чувствуется майонез. То есть им можно заправлять салаты. То есть тот, кто любит майонез, но боится готовить на сырых яйцах, вот вам, пожалуйста, два варианта. И к тому же это постные варианты приготовления майонеза. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!